Всем большой привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня будет 4-я часть переделки старой дачи. И если вы еще не видели первые 3 видео, где я рассказываю историю ее покупки, показываю ремонт кухни, спальни, то я оставлю на них ссылку внизу в описании. А сегодня речь пойдет о ремонте веранды. Но перед тем, как я начну показывать весь процесс, я бы хотела немножко пояснить и где-то, может быть, даже оправдаться. Эту комнату мы делали в самую последнюю очередь и действительно очень сильно устали после нескольких месяцев работы здесь. В общем, мы не все успели закончить и что-то будем доделывать уже в следующем году. И еще я бы очень хотела напомнить, что все-таки это дача. И если бы это был дом для постоянного проживания, то во многом наш подход к ремонту был бы где-то более основательным, где-то более практичным. Но это все-таки дача, место для души, для отдыха, творчества. И здесь самым главным было сохранить и приумножить ее атмосферу, душевность. Мы осознанно не пытались заменить все на новое, скрыть возраст этого дома и какие-то несовершенства, ведь именно в них кроется вся эстетика, душевность и смысл дачи как таковой. Стоит здесь все обновить, поставить пластиковые окна, покрасить стены сплошным цветом, и все это пропадет, вся сказочность, волшебство этого места. Я понимаю, что не всем такой подход будет понятен, и мне все равно не избежать критики, какого-то негатива, но я уверена, что для некоторых такой подход станет открытием, и я надеюсь, что вдохновением. Итак, первым делом давайте вспомним, как комната выглядела до начала ремонта. Первый этап работы, а именно уборка и демонтаж всяких пластиковых панелей, начался еще в мае. Тогда мы полностью освободили комнату и оставили ее до августа в таком виде. В видео о ремонте спальни я рассказывала, что во время уборки мы нашли замурованное окошко между комнатами, и, конечно же, это сильно повлияло и на вид веранды тоже, поэтому не могу не упомянуть про него и здесь. Вообще, мне кажется, что веранда — это чисто дачная история. Довольно редко она встречается в домах, я уже не говорю про квартиры. Это такая комната без особого назначения, абсолютно для души. Главное в ней — это окна и, наверное, стол, за которым можно пить чай, собираться всей семьей. И такие же планы у нас были на нашу веранду. Мы не хотели ничего сильно в ней менять, просто поставить стол, кресло и, в общем-то, все. Но до этого момента нужно было пройти большой путь. Долгое время она была у нас просто складом для инструментов. Пока мы делали кухню, спальню, все материалы, инструменты лежали именно на веранде. И лишь когда мы все закончили, мы смогли ее снова разобрать и уже приступить к ремонту. Самой большой задачей было поменять пол. В нем были проломлены некоторые доски, и вообще он был с очень большим наклоном ближе к окнам. С полом Кириллу помогал его папа, а я в это время занималась спальней. Они демонтировали старые доски и несущие балки и заменили их на новые. Балки взяли из бани, где тоже меняли пол. Они очень крепкие и были выкрашены краской, так что можно не волноваться, что они сгниют. Под досками проложили гидроизоляцию, а утеплять пол не стали, поскольку в этом совершенно не было смысла. Веранда — это пристройка, она не отапливается, и у нее нету фундамента, очень тонкие неутепленные стены, деревянные окна. В общем, это холодное помещение, и изменить это можно только если совсем сносить ее и строить заново. Доски для пола сначала строгали рубанком, затем шлифовали и покрывали на несколько раз защитной пропиткой. Финально я покрыла пол тонированным лаком, чтобы приблизить его к оттенку стен.
А в качестве плинтуса решили использовать джутовый канат. Пожалуй, это самый простой и в то же время эстетичный вариант для комнаты полукруглой формы. Я прибивала его на гвозди точно так же, как делала это в спальне. Еще одним важным этапом была электрика. Мы сделали ее внешне в винтажном стиле. Кирилл поменял коробки, розетки и выключатели. Что же касается освещения, я хотела повесить низкий светильник над столом, и мне хотелось именно винтажный, советский, поэтому я искала его, конечно же, на Авито. Один вариант мне очень сильно понравился. Это был керамический светильник с росписью и прорезями, через которые свет проходит бликами на стену. Я сразу же в него влюбилась, и мне пришлось даже предложить в 2 раза большую сумму продавцу, чтобы мне его все-таки отправили. Но упаковали его не очень хорошо, и он пришел ко мне разбитым, но мне удалось его склеить, да и все трещины оказались со стороны окон, так что этого совсем не видно в конечном итоге. Еще около входа в дом мы повесили уличный фонарь, а выключатель сделали внутри на веранде. Дальше мы взялись за реставрацию советских кресел. Они уже были здесь на даче, одно стояло в спальне, а другое как раз на веранде. Я думаю, что все знают, насколько эти кресла удобные, и они очень вписываются в дачный интерьер. Первым делом мы разобрали кресло, отсоединив часть сидения от каркаса. Дальше разделили сиденье и спинку и сняли старую обивку. В качестве новой я заказала гобелен с цветочным рисунком, а ткань-подложку мы купить забыли, так что использовали то, что было под рукой. Это агротекстиль. По-моему, он сработал отлично, он очень прочный, но посмотрим, как будет в эксплуатации. Обивочную ткань мы крепили с помощью мебельного степлера, а места подгиба я потом дополнительно прошила. После того, как сиденье было обтянуто, мы приступили к спинке, которая состоит из 2 деталей – мягкой части и фанерной задней стороны. Мы обтягивали их отдельно, а потом соединили с помощью гвоздей. Сам деревянный каркас мы отшлифовали, избавившись от старого лака и рыжего оттенка. Его покрасили морилкой в оттенке дуб и затем оттеночным лаком. Дальше собрали все детали воедино и повторили все то же самое со вторым креслом. Отдельно хочу сказать про поролон, его мы менять не стали. Я долго читала про перетяжку этих кресел, и некоторые писали о том, что если наполнитель в хорошем состоянии, то лучше его не менять, ведь раньше он был совершенно другого качества. Еще из мебели мы купили круглый деревянный стол на Авито и поставили его по центру комнаты.
По бокам встали кресла, и, возможно, в будущем здесь еще появятся табуретки. Занавески я повесила те же, что и были, но в следующем году планирую сделать небольшие гардины, как я это делала в спальне, чтобы они висели ровно. Одну из стен я решила украсить рамками. Эту овальную я купила в Праге на блошином рынке, и несколько лет она у меня лежала в ящике, не вписывалась ни в одну из комнат, так что я решила покрасить ее меловой краской, но не покрывать лаком, чтобы была возможность при желании вернуть ей первоначальный вид. Я покрасила ее в фисташковый цвет и затем прошлась сухой жесткой кисточкой, чтобы немного проявить золото. В остальном я решила использовать то, что нашла здесь на даче. В эти старые рамочки я думаю все же вставить стекло, чтобы защитить картины, но пока повесила их в таком виде. В большую раму я вставила ботаническую иллюстрацию, а в маленькую гербарий, который засушила здесь на даче. Овальную раму я решила украсить ключиком, просто повесила его на веревке за крепление. На стену я повесила соломенную шляпу моей прабабушки, она висела на стене их с прадедушкой дачи и теперь будет украшать нашу. А теперь давайте посмотрим до-после и финальный результат, по крайней мере на данном этапе.
Большое вам спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. И мы с вами встретимся уже совсем скоро в следующем ролике. Так что до встречи. Пока-пока.